Ставропольский край, городок Светлоград. Осень 2008 года. Маленький, тихий, где все друг друга знают. Здесь не запирают двери на ночь, а дети гуляют до темна. 5 октября две подружки, 8-летняя Оксана и 11-летняя Маша, вышли поиграть и не вернулись. Сперва никто не волновался. На Калаусе гуляют, что-то придумывают, отмахивались соседи. Но к вечеру тихая тревога превратилась в панику. Родители обижали всех знакомых. Никто не видел. В милиции дежурный устало буркнул: нагуляются, придут. Но они не пришли. Только на следующее утро, когда к дому Басковых привезли служебную овчарку, леденящая правда начала проступать сквозь обыденность. Собака, понюхав вещи девочек, рванула с поводка. Она вела оперативников на самую окраину города, к улице Степной, к дому, который ничем не отличался от других. К дому, где жил их сосед, отец одноклассника, свой парень, Иван Панченко. Сарай во дворе был заперт. Но навесный замок оказался бутафорией, он просто упал, стоило его дернуть. Внутри щеколда. Предбанник тесный, как гроб. Икона на стене, а рядом порнографические вырезки. Собака не унималась, тыкаясь мордой в пол, застеленный пенопленом. Простучав, милиционеры нашли люк. Лаз в преисподнюю. Внизу, в сырой земляной яме, прикованная цепью за собачий ошейник, сидела Маша. Она была в шоке, одежда изорвана. «А где Оксана?» – спросили ее. «Дядя ночью увел», – прошептала девочка. Вторую искали всем участкам. Внимание привлек свежевскопанный участок земли с чахлой яблонькой. Щуп наткнулся на что-то мягкое. Мешок из-под сахара. В нем тело 8-летней Оксаны. Ее удушили. Завернули в полиэтилен. Закопали чуть ли не на поверхности, будто выкинули мусор. Но ад на этом не заканчивался. Вернувшись в сарай, милиционеры обнаружили, что лаз ведет не в одну яму, а в целый подземный лабиринт. Настоящий бункер, обшитый тряпками, с зеркалами на потолке и порножурналами на стенах. А в одной из комнат их ждала самая жуткая находка – самодельная кукла в человеческий рост. Чулки, кружевное белье, а вместо головы – голова игрушечного младенца с нарисованными косметикой глазами. Это был храм его больной фантазии. Хозяина этого ада, Ивана Панченко, нашли там же, в подвале. Он спрятался в одной из ям, прикрывшись ковром, в состоянии наркотического опьянения. Его жизнь – готовый сценарий для самого мрачного триллера. Сын уважаемого в городе Чебана, орденоносца. С детства – дикарем, зверенышем. Его страстью были землянки, он рыл их над обрывом Калауса, прячась от мира. В 18 лет он сбежал из армии, а вернувшись, в пьяной драке зарезал приятеля и сбросил тело в яму, засыпав известью. Тогда ему дали первый срок. В тюрьме он познакомился по переписке с 15-летней Людмилой. Ее мать умоляла: «Люда, человек, который раз убил, сделает это снова». Но девушку пленили его стихи, написанные в зоне. После освобождения он женился на ней, заставил бросить работу. Родился сын Ваня. А сам Панченко, не работая ни дня, снова ушел в криминал, наркотики, оружие. И снова тюрьма. Когда он вернулся в 2007-м, ему сказали, что жена ему изменяла. И в нем что-то надломилось. Он купил тот самый дом на Степной. «Если сдохну, чтобы сыну дом был и сад», — говорил он жене. Она в сарай никогда не заходила. «А чего я буду лазить, это же не мое». За замком бутафории он начал строить свой ад. Но история с девочками была лишь верхушкой айсберга. На допросах Панченко, хвастаясь, заявил: «Трупов столько, что вы замучаетесь копать». И он не врал. Следователи подняли старые дела о пропавших девушках. И оказалось, что все они были связаны с ним. 10 лет назад, в 1998-м, пропала жена его Шурина, 17-летняя Оксана Томаревская. Она не любила Панченко, видя его тлетворное влияние на мужа. Он заманил ее на повозке под предлогом помощи, отвез к реке и заставил идти по трубе, перекинутой через Калаус. Когда она оказалась на середине, он выстрелил ей в грудь.
Тело смыло течением. Следующей стала 15-летняя сестра его жены, Елена. Умная, мечтавшая о карьере следователя, она догадывалась о его причастности к исчезновению Оксаны. Она пыталась его подловить, записывая разговоры на диктофон. Панченко это понял. Он заманил ее, избил, а когда она крикнула «Я тебя посажу!», задушил. Тело жег в одной из своих землянок. Он боялся, что Елена успела все рассказать своей лучшей подруге, 14-летней Марине Семилетовой. В день последнего звонка, красивая, с бантами и цветами, она встретила Панченко по дороге в школу. Он отвез ее в лесополосу, избил и жег. 3 девушки, 3 жизни, оборванные одним человеком. 10 лет их считали без вести пропавшими. 10 лет их матери ходили к гадалкам, цепляясь за призрачную надежду. На суде Панченко вел себя как звезда. Он позировал перед камерами, со смаком показывал на манекене, как наносил удары. Приговор – пожизненное. Его жена Людмила, узнав, что муж уничтожал ее же семью, сошла с ума от горя. Его сын Ваня, которого он с 6 лет водил в свой сарай смотреть порно, стал изгоем. Сын маньяка, кричали ему вслед. Мальчика забрали в детдом. Эта история не просто о маньяке. Это история о том, как чудовище десятилетиями жило рядом, прикидываясь своим. О том, как слепая вера в своего парня и нежелание видеть зло, которое прячется за бытовухой, позволяли ему снова и снова убивать. И о том, что самый страшный монстр не приходит извне. Он вырастает в твоем же дворе.